try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. Я Ксюша, и сегодня мы с вами сделаем обзорчик по очень удивительному, необыкновенной красоты орхидейки, очень нежной, сорт который называется Легато. Этот сорт многим знаком, многими любим и многими очень желаем. К сожалению, на сегодняшний день садовник уже прекратил выращивание этой голландской орхидеи. И, конечно же, нас, орхоманов, становится все больше, а сорт не выращивается. И в связи с этим цена на такой фаленопсис сейчас очень высокая. Найти эту орхидейку можно только в частных коллекциях, только с рук у тех, кто по какой-то причине решил продать свою чудесную красавицу. Ну и, конечно же, как я говорю, из-за повышенного спроса и небольшого количества на сегодняшний день уже этого фаленопсиса, цена на нее высокая. Начала я выращивать. Да, и хочу сказать о том, что в моей коллекции сейчас все варианты, которые только существуют, этого сорта. Я собрала все мутации и обычные формы фаленопсис этого сорта. Началось все с того, что я купила первый пилорчик, вот этот вот чудесный тюльпанчик. Сейчас его еще покажу. Началось... Вообще я хотела трилипс. Разницу сейчас тоже покажу. Хотела трилипс. Вот. Но в связи с тем, что я трилипс не могла никак встретить, не могла найти, а мне попадается объявление с продажей пилора. Я подумала, неизвестно, попадется ли мне трилипс или нет. Куплю хотя бы пилор, а там будет видно. Я покупаю пилор, и проходит не более месяца, и мне в продаже попадается и трилипс. Я, конечно же, купила и эту чудесную орхидейку. Так в моей коллекции появилось уже два варианта мутации этого сорта. Ну и тут я поняла, что все варианты очень красивые. Следующее у меня появляется бабочка. Конечно же, даже самые скептически относящиеся люди к бабочкам и то влюблены в этот сорт, потому что это удивительной красоты фаленопсис с радужными разводами, такая нежная, но тоже сейчас мы к ней вернемся. Вот. И вот так у меня в моей коллекции жило 3 легатушки, и никак мне не удавалось приобрести красавицу совершенно обычной формы, без какой-либо мутации. Так, сейчас я ее покажу. Вот эту вот девочку. Я ее искала долго, ждала. В общем-то, наконец-то осенью 2020 года я разместила объявление, и на него откликнулась девочка. И вот в моей коллекции уже на сегодняшний день все варианты легато. Так как у меня они все уже довольно давно цвели, единственную орхидейку, которую я ждала, чтобы сделать обзорчик, это была вот эта вот орхидейка с обычной формой. На сегодняшний день они все в распуске, и я с удовольствием поделюсь и расскажу о каждом не сорте, а о каждой орхидейке отдельно. Ну, я думаю, что будет интересно. Ну что ж,
начнем мы наш обзорчик, пожалуй, с пилора. И первым делом я хочу вам продемонстрировать, насколько разные сейчас цветочки в одном цветении, и показать глубину цвета только что распустившихся бутончиков от тех, которые уже цветут. Особенностью этого сорта является вот такое преображение цветовой гаммы. Когда цветочек только распускается, вот эти самые свеженькие, я вам сейчас показываю, бутоны имеют очень глубокий, насыщенный цвет. Передать именно даже гамму словами сложно, поэтому смотрите сами. Вот этот бутончик, он вообще только сегодня начал свое раскрытие. Посмотрите, какие красивые оттенки, тона. И в процессе цветения орхидея переходит вот от таких насыщенных тонов к очень нежным, пастельным и таким девчачьим, я бы сказала, радующим глаз цветочком. Вот с такой очень колоритной оранжевой губкой. Она у нее более ярче становится, чем в момент раскрытия, или же, возможно, на фоне нежных оттенков она кажется ярче. Вот такие переливы радужные от нежно-розовых к таким песочно-персиковым, с такими веснушечками. Это тоже характерная особенность легато, что у нее на сепалиях есть веснушки. Цветочек у пилора имеет размер 7 сантиметров. Это крупноцветковый пилор. И когда вот гроздочка отцветет, он всегда очень обильно. И когда вот такое количество бутонов в цветении таких крупных тюльпанчиков, я называю их тюльпанчиками, потому что они очень похожи на наши тюльпаны, то такое цветение очень зрелищное. И каждый цветочек отдельно и в целом в гроздочке радует глаз. Розеточка у этого сорта имеет овально-круглую форму, достаточно насыщенная зеленого оттенка. У меня, правда, вы сейчас можете наблюдать покусы клеща. Одним летом я уехала в отпуск, а приехала, у меня здесь было нашествие клеща, с которым я, конечно же, боролась. Это наш бич нашего удивительного хобби. Вот. Сейчас перейдем мы к трилипсу. И разница между пилором и трилипсом, сейчас я покажу поближе, чтобы было видно. Разница у них в петалиях. У пилора петали кругленькие, а у трилипса вот такие вот, как рвано-остренькие. Многим нравится, кому-то только пилор, кому-то только трилипс. Я считаю каждую эту мутацию удивительно прекрасной, от которой сложно оторвать глаз. Они разные, и каждый по-своему прекрасен. Цветочек у трилипса у меня немножко меньше размером, как вы видите, и это все связано с тем, что у меня у трилипса не очень хорошая корневая система. Купила я ее изначально с плохой корневой системой. Первым делом, конечно, я начала наращивание корневой
из 9-го горшка, в котором она у меня ко мне приехала, мы дорастили уже до 12-го горшка, я ее пересадила, и потом почему-то она опять начала мне стрессовать и корешочки терять. В общем, мы опять сейчас в 9-м горшке. До этого она у меня росла в коре, а сейчас я вам покажу. Я наращиваю свои корешки, вернее корешки своим орхидейкам в мхе с добавлением керамзита на дно. Корешков немного, вот, но я решила, сейчас расскажу в 2 словах, сделать обзорчик для вас и отрезать эти удивительные цветочки и наращивать ей корневую. А почему отрезать? Потому что когда орхидейка цветет, она прекращает, она как бы замедляет активность своих корешочков и переходит активно на цветение, направляет туда все силы. Вот почему, собственно, рекомендуют отрезать цветоносы, если корешки не очень хорошие. Это связано с тем, что на цветение уходит у орхидейки много ресурсов, энергии своей, и она ставит приоритеты, что, то есть цветение в приоритете. Поэтому я сейчас сделаю обзорчик и до живой почки отрежу эти прекрасные цветочки, которые мне, конечно же, очень жалко. Посмотрите на их красоту. Вот опять же на эти переливы на сепалиях. Видите, какие красивые. Какая красивая у нее серединочка. Вот эти вот сплющенные в одну кучку такие резные петали удивительной красоты, форма фаленопсиса. Вот, я еще вам сейчас расскажу, почему у меня на листиках лежат спонжи. Как вы видите, на листиках, на некоторых листиках тургор не очень хороший. Это все потому, что есть проблема с корневой системой. На этом листике уже получше. Новенький листик тоже с неплохим тургором, но в целом листики не настолько хорошо бодры, как мне хотелось бы. Что в таком случае делаю я? Как я уже сказала, конечно же, я попрощаюсь с цветением. Это первое, что я делаю, когда есть проблема. То есть для меня важнее здоровье растения, а цветением, я считаю, я еще успею налюбоваться, когда я решу вопрос с корневой системой. Я отрезать буду до живой почки, не до самого пенечка, да, не до основания цветоноса, а до живой почки. У меня, кстати, было совсем недавно еще 2 цветоноса, вот, но уж я, которые цвели, но я посчитала, что уж это совсем ей тяжело. Один я срезала, оставила один цветоносик для обзора. Этот цветоносик, как вы видите, она уже даже самостоятельно засушила. Она забрала оттуда все питательные вещества, потому что орхидейка, когда засушивает цветонос, как и листики нижние, она также забирает из него питательные вещества. Насчет спонжиков, смотрите, когда у орхидеи есть проблема с корневой системой, то я воздействую все необходимое для орхидеи, я передаю ей через листву. То есть это будут и витамины, микроэлементы, а также та же влага. Вот эти спонжи у меня смочены, как спонжи находятся как с внутренней стороны листика, так и с наружной. На каждом листике я так сделала, кроме верхнего, потому что он маленький, и я боюсь, чтобы водичка не затекала в точку роста
со спонжика, поэтому там не расположила. А так у меня на каждом листике с внутренней и наружной части у меня находятся спонжи, увлажненные просто в воде. Таким образом у меня орхидея получает влагу через листву. Вообще запомните такой принцип. Если у вас орхидея имеет проблему с корневой системой, все необходимое мы поставляем через листву, потому что корни просто не способны, так как с ними проблема, поставить орхидейке то необходимое, что вы хотите ей простимулировать. Вот, например, там стимуляция роста корней. Сейчас я расскажу, как я это делаю. Вот эти спонжики я стараюсь постоянно держать влажными, но не мокрыми. Ни в коем случае мокрыми, чтобы лишняя влага, вот даже у меня, видите, один отпал, потому что он просто влажный, но не мокрый и немножечко уже подсох, поэтому отпал. В общем, они должны быть влажными. Если они будут слишком мокрые, влага может затекать в пазухи, в точку роста, и, соответственно, орхидея загниет. Вы можете просто этого не увидеть в какой-то момент, а потом уже будет поздно, потому что будет гниение шеи. Спонжики держим влажными, постоянно увлажненными. Как только подсыхают, мы опять же их увлажняем и кладем. И один раз в 10 дней я использую вот такой препарат. Называется этот препарат Формулекс. Этот препарат от компании Grow Technology. Он очень хорошо стимулирует рост корней. Разводим мы его вообще как бы просто для удобрения. Здесь написано 5 мл на 1 литр воды, но когда у нас реанимация растения, мы делаем 10 мл на литр воды. Но так как у нас, допустим, растение одно, то мы берем 1 мл на 100 мл воды. Ну, это разовая порция такая. Увлажняем один из спонжиков, берем, увлажняем уже в этом растворе, который вы приготовили в той пропорции, что я сказала, и протираем листики как с наружной, так и с внутренней стороны. Вот. Так мы делаем один раз в 7-10 дней. Конечно же, такие варианты с такой корневой системой всегда должны находиться под лампами до 15 часов, иначе результат будет тоже не очень хороший, если нет досветки. Вот. Ну, вот так вот я... Ну и, конечно же, я перемещаю орхидейку в мох. Мох я тоже держу всегда влажным, не мокрым, с него не должно течь, капать. Он должен быть просто увлажненным. И у меня уже на сегодняшний день, я уже боюсь, конечно, ну, как бы сейчас даже не знаю, наверное, я сейчас вам не продемонстрирую, но там, в общем-то, 2 корешка новых у меня уже начали свой рост. Вот так. Я как-то еще отдельно сделаю видео сейчас дальше по поводу реанимации, какие акценты надо делать в таком случае. Но так в 2 словах я вам рассказала. Пилорчик, как правило, вернее трилипсик, как правило, тоже имеет достаточно крупный цветочек. Просто сейчас орхидейка у меня слабенькая, и в связи с этим она не вытягивает это цветение ни по размеру цветочка, вот, ну, и по количеству тоже. Ну, конечно, по количеству было больше, потому что было 2 цветоноса, но это старательный достаточно сорт, даже несмотря на то, что она имеет проблему с корешками, она мне выдала 2 цветоноса и пыталась, тужилась, цвела, показывала мне свою красоту, но я не стала ее переутруждать, все же один я отрезала. Ну что ж, давайте перейдем к бабочке.
Даже очень сложно словами сейчас передать, насколько редкая эта красавица в продаже и насколько велик спрос на нее и, соответственно, и цена. Все чаще сейчас наблюдаю даже, что ее, если кто имеет детку, не продают, а говорят об обмене. То есть даже и продажи сейчас не так уж часто увидишь, только обмен на какие-то редкие сорта, потому что коллекционеры сейчас вот все же нашли такой способ не продажи орхидейки, а обмена на какие-то тоже интересные сорта для своей коллекции. Поэтому вот с ней, конечно, совсем все туго. Если другие варианты этой легатки можно купить, то с бабочкой все совсем сложно. Значит, перед вами цветочки, которые тоже недавно распустились. Они тоже яркие, колоритные еще пока. Вот размер цветочка у этого сорта, вернее, у этой мутации, скажем так, правильней, 7 сантиметров. За счет вот этих защипов на боковых петалях цветочек имеет меньший размер, чем обычная форма. Посмотрите, на какие красивые у нее петали. Защипы делают ее щечки такими нежно-песочными. В серединке вот эти вот невероятной красоты веснушки. Красивая губка с присутствием оранжевых оттенков. Вот. И вот эти, конечно же, радужные переливы по боковым петалям в таких красивых, как я говорю, девчачьих розовых оттенках. Вот эти цветочки насыщенные. И сейчас покажу цветочки, которые цветут давно. Сейчас поверну к вам горшочек. Вот эти вот цветы у меня уже давненько цветут. Видите, насколько отличается окрас цветочков. Вот такие совсем светленькие цветочки. Один из них уже у меня вот сморщивается, уже отцветает, даже немножко подсыхать начинает. Цветочек, кстати, забыла сказать, у этого сорта очень плотный. Он не такой, знаете, вот нежный, как бывает, а вот он не восковый, но на ощупь очень плотненький. Она у меня продолжает цветоносики. Этот, правда, цветочек, наверное, будет мутантик какой-то, ну, недоразвитый, а второй вот нормальный. Цветет она тоже, как я сказала, легато долго. Все время и боковые боковые почечки она пробуждает и доращивает. Тоже старательно цветет долго. Розеточка у нее имеет тоже такие овально-кругленькие листики. Тоже она у меня заваливается на бок, эта красотка. Вот, достаточно компактная, много места не требует. Ну что ж, перейдем к последней моей красавице-легатушке. Легато обычной формы. И посмотрите, насколько она прекрасна, насколько она красива и совершенна. У меня, как я уже говорила, было 3 легато, и никак я не могла купить легато обычной формы. Либо у меня из-под носа ее уводили, либо совершенно не было предложений никаких по ней.
И осенью 2020 года я уже сама подала объявление, что ищу этот сорт. И на мое объявление откликнулась девочка, предложила мне вот этот вот вариант орхидейки. Орхидейка это молоденькая. Как я поняла, эта детка была выращена одной из тоже такой орхофей, как и мы все с вами, от бабочки. То есть, по идее, продавалась она, эта орхидейка, предыдущей хозяйки, вот этой, у которой я купила, как бабочка. Но так как она процвела в первом домашнем цветении не бабочкой, а обычной формы, то вот эта девочка решила ее продать, потому что мутация, как оказалось, была не закреплена, и ей в этой форме она была не нужна, и, в общем, она решила ее продать и предложила мне ее. Я с радостью согласилась, конечно же, я очень радовалась. Сейчас покажу, вот смотрите, она молоденькая, у нее всего 3 листика. Вот, корневая система у нее хорошо развита. Единственное, что весной я ее, скорее всего, пересажу, потому что есть грибок в коре. Но это ничего страшного, это не влияет на здоровье. Это не грибок даже, а грибница такая в коре. Вот, весной я поменяю ей грунт, посажу в тот состав, в который я сажу все свои орхидейки. Вот. Но, значит, что хочу по ней сказать. Я сказала, что она молоденькая, листики тоже, видите, такие же округло-овальные, темно-зелененькие. И вот я даже один цветочек, даже парочку цветочков видела, видите, вот у нее такой окрас и какая-то петалия специфическая, такое ощущение, что она все же хотела проявить свои гены и процвести бабочкой. Ну, как бы чуть-чуть хотела, совсем немножко, потому что немножко такие интересного окраса и немножко другой формы вот на этом цветочке петали у нее. Но я рада, что она процвела все же у меня обычной формы, потому что бабочка-то у меня есть, и мне нужна была именно такая орхидейка, поэтому я очень рада. Она сейчас цветет 4 цветочками, и вот видите, продляет свой цветоносик уже 3 бутончиками. Как я уже сказала, что они любители доращивать, старательно цветут и радуют своих обладательниц такими красивыми цветочками. Цветочек, кстати говоря, у простой формы самый большой. Он имеет 8 сантиметров в размахе, такой размерчик. О переливах и тонах уже говорить не буду, потому что в предыдущих рассказах я уже это все продемонстрировала. Просто наслаждайтесь и посмотрите красоту всех этих оттеночков и этих веснушечек, этой плотности. Она даже вот, послушайте, как они шуршат, скрипят. Насколько приятные они на ощупь. И этот язычок вообще невероятно красивый. Ну, в общем, вот такая вот коллекция моих красивых легат. Я очень рада, что я собрала все возможные варианты. Дай бог, наращу корневую систему своей красоточки, чтобы мне ее не потерять. Вот. Буду с вами уже прощаться. Если остались какие-то вопросы, вы мне задавайте. Желаю вам тоже найти своих легат, кто ищет, потому что, конечно же, это чудо-сорт.
Если нет возможности найти какие-то с какой-то мутацией легаток, покупайте смело обычную легату. Это очень красивая орхидея, которая тоже будет радовать вас своим цветением. Что ж, дорогие мои, буду с вами прощаться. До скорых встреч, до новых обзорчиков. Красоты еще много, покажу все обязательно. Всем до встречи и пока. Try to fly